Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами свяжем сумочку саквояж и давайте более детально ее рассмотрим. Она имеет вот такой рельефный интересный узор. Вяжется он очень просто, поэтому справится даже новичок. Также у этой сумки связан клапан таким же узором. И хочу заметить, что это не поворотные ряды. Как связать его, будет в этом видео. Также у нас здесь выполнена обвязка, такая очень интересная. И потом в носке вот эти уголки за счет этой обвязки не подгибаются. У сумочки достаточно плотное дно, и в использовании дальнейшем оно не деформируется. Также у нас здесь ремешок. Как связать вот такой плотный ремешок к такой сумочке, у меня на канале есть подробное видео. Ссылка будет для вас оставлена в описании. Ну и давайте заглянем в сумочку, посмотрим. С этой стороны вот так выглядит клапан. И здесь у нас подкладка. Как сшить подкладку, раскроить и вшить в изделие, из каких тканей. У меня на канале есть подробное видео. Ссылка для вас будет оставлена в описании. Размеры данной сумочки следующие. Ее ширина составляет 26 сантиметров, высота 22 сантиметра и глубина 7 сантиметров. Если мы будем учитывать выступающие части, то 10 сантиметров. И для того, чтобы связать сумку такого размера, мне потребовалось 3 моточка шнура карамель. Характеристики данного шнура следующие. Здесь в моточке 200 грамм и 75 метров. Ширина ниточки 5 миллиметров. Потребовалось 3 моточка. Для вязания потребуется крючок номер 5. Других крючков здесь не потребуется. И что касается фурнитуры, вы можете не вязать такой клапан, сделать кожаный. Тогда дополнительно вам потребуется кожаный ремешок. Ваша сумка тогда будет выглядеть совсем иначе. Если вы хотите вязаный ремешок, то вам обязательно потребуется 2 карабинчика. И в любом случае вам необходимы будут кольца карабины для того, чтобы держалась ваша ручка, то есть боковые части. Можно использовать полностью литое, но удобнее, вот, например, вот такие колечки продевать и ничего уже не пришивать. Размер колечек используйте внутренний, чтобы диаметр был 2 сантиметра или 2,5. Что касается застежки, можно использовать тогл, можно использовать вот такой клавишный замочек, тоже будет хорошо смотреться. Можно использовать магнитные кнопки, вот такие. Пришивайте либо вот в эти точки, либо по центру, то есть необходимо определиться уже вам. Кроме этого понадобятся маркеры для того, чтобы наносить разметку. Ну и, пожалуй, на этом все. Где приобрести материалы для вашего вязания, я оставлю для вас ссылочку на сайт производителя Пряжа Центр. Там же вы найдете промокод на скидку 5%. Ну и давайте приступим к вязанию. В первую очередь необходимо связать овальную заготовку, то есть это наше донышко для сумочки. Как связать такой овал очень плотным узором, у меня на канале есть подробнейшее видео, ссылка для вас будет оставлена в описании. Переходите и вяжите такой овал со следующими расчетами. В самом начале необходимо оставить вспомогательную нить, то есть свободный хвостик, около 180 сантиметров. На такой размер сумочки необходимо набрать 18 воздушных петель и приступить к вязанию по тому обучающему видео. Провязать необходимо 5 рядов. И после этого мы приступаем к вязанию основного узора. Начинаем вязание с той точки, где завершилось вязание овала.
Вот у меня вспомогательная ниточка, вот это рабочая. Я ввожу крючок таким образом, чтобы он у меня вышел в этой области. Захватывая вот эту заднюю стеночку петли. И здесь я должна захватить еще 2 ниточки. Это то есть 2 дужки. Вот она первая дужка. И вот она вторая дужка. Получается, захватила я 3 ниточки. Захватываю рабочую нить, протягиваю ее. Получила рабочую петлю и провязываю подъемный столбик. Далее перемещаю в следующую точку, вот за заднюю стенку ввожу, то есть в центр петли, и захвачу еще дополнительно 2 дужки. Вот она первая и вот она вторая. То есть всего я захватила здесь 3 ниточки. Опять захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю столбик без накида. Так я провязываю на протяжении всего этого овала, делая захват 3 нитей. Закрываем ряд на последнем столбике. Также ввели под 3 ниточки, захватили рабочую нить и протянули через эти петли. Отпускаем рабочую ниточку и захватываем уже вспомогательную. Протягиваем ее полностью. Находим первый столбик, и вот здесь второй. Между ними вот такая петелька. Под нее с обратной стороны вводим крючок. Вот так это все выглядит. Сюда уже захватываем вспомогательную нить, полностью ее протягиваем. И необходимо вернуть вот сюда, то есть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны захватываем вот так заднюю вот эту стеночку и в центр петли. И возвращаем эту нить в эту же точку. Вяжем второй ряд, и все последующие ряды мы будем провязывать таким способом. Точно так же, как и провязывать первый подъемный столбик. В каждом ряду одинаково. Находим ту точку, где завершили вязание. Вот она вспомогательная ниточка, и вот она рабочая нить пошла. Крючок должен выйти в этой области, там, где мы завершили вязание. Переворачиваем вязание, вот она, эта петелька. И одна вот эта ниточка, вот под нее я ввожу крючок за одну нить. Переворачиваю и вижу, вот она дужка, под нее я тоже ввожу крючок. Дужка это располагается на протяжении всего этого ряда, это задняя стеночка столбика. Захватываю я рабочую ниточку, протягиваю ее, получила рабочую петлю, опять захват рабочей нити и провязываю столбик. Существует еще один способ вязания просто за одну эту ниточку. Я уже показывала, как он вяжется, но вот этот узор более плотный за счет того, что мы захватываем еще заднюю стенку. То есть примерно такой же принцип, как и вязали в донышке. Перемещаемся в следующую точку, захватываем заднюю стенку петли и под дужку также вводим крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем очередной столбик. Так мы вяжем за 2 ниточки все последующие ряды из ряда в ряд. Я провязала 22 ряда, мне этой высоты достаточно. Вы можете регулировать высоту сумки за счет количества провязанных рядов. Далее необходимо разделить сумку на 2 части, то есть по бокам повесить маркеры. Обязательно контролируйте, чтобы у вас здесь была серединка, вы сюда передвинулись на вершину, здесь сложили и нашли в верхней части середину сумочки. Очень важно пересчитать вот эти петли. У меня и здесь, и с этой стороны одинаковое количество столбиков, то есть петель. Далее необходимо найти ту точку, те точки 2, где мы будем провязывать клапан для этой сумочки. Если вы хотите здесь оставить больше или меньше, то все это регулируйте. Здесь нет привязки к определенному размеру. Я разделила вот здесь пополам. На этой стороне у меня 30 петель. И от серединок вот этих я отступила в эту сторону. С этой стороны я на 5-й
маркер, зафиксировал на 5-ю петлю. И здесь также отступила 4 петли, на 5-ю повесила маркер. И теперь мы будем вязать клапан вот в этом промежутке с учетом вот этих маркеров. Так как вот с этой стороны у меня закончилось вязание в этой точке, я не буду обрезать ниточку, я ее протяну в эту сторону. Сильно не натягивайте, сделайте такое легкое такое натяжение здесь должно быть. Можно также вот этой ниточкой просто пройтись и зафиксировать эту нить. Но я этого делать не буду, я просто протянула и начну вот с этой точки вязать такие же столбики, как и вязала ранее. Вот здесь вот у меня был маркер, пересчитаю заново, вот 1, 2, 3, 4, и вот она 5-я петля была. В нее я ввожу также крючок, захватываю эту ниточку, протягиваю и провязываю вот точно такие же столбики до следующего маркера. Там, где у меня висит маркер, у меня здесь будет последний провязываемый столбик. Вяжем мы все так же, делаем петлю подъема и провязываем с учетом того, что необходимо захватить еще вот эту ниточку, которую протянули. Довязали до конца ряда. И сейчас проверьте, чтобы с этой стороны и с этой стороны количество петель у вас было одинаковым. Так как в этом узоре поворотными рядами очень проблематично будет вязать, поэтому я предлагаю сделать такую маленькую хитрость. Для того, чтобы у вас все вот эти ряды выглядели одинаково. Сейчас мы начнем вязать вот с этой точки. И каждый раз будем начинать с этой стороны и провязывать этот ряд до вот этой точки. Мы вынимаем крючок и вот эту ниточку мы укладываем в самое начало нашего вязания. Можно заколоть иголочками для того, чтобы у вас не получилось сильного натяжения. Просто закалываем, свободно ее укладываем. Вот так. И теперь здесь, в той точке, где мы завершили вязание, вот здесь, мы начинаем провязывать. В центр столбика ввели крючок, захватываем сюда рабочую ниточку и провязываем подъемный столбик. Далее мы вяжем без изменений, то есть в центр петли захватываем также дужку, которая здесь. И дополнительно нам нужно захватывать вот эту нить. Довязываем таким образом. То есть все точно так же, как и вязали в полотне. Довязываем до конца ряда. Последний столбик не провязываем. Я покажу, что с ними сделать. Когда вы довязали до конца ряда, здесь у меня осталась еще одна петелька. Вот она, задняя стеночка. Обязательно проверьте, чтобы у вас еще вот эта ниточка была захвачена в это вязание. Провязываю. И теперь самое интересное. Так как здесь я оставила вот эту петельку, сейчас я ее провяжу. Ввожу крючок в эту петлю, захват рабочей нити и провязываем эту петельку. Все, больше здесь ничего вязать не нужно. Опять вытянули вот эту петлю, как она должна быть. И протягиваем в эту сторону опять эту ниточку, фиксируем иголочками и провязываем клапан вот таким способом. Мне кажется, это самый удобный способ, чем возвращать вязание поворотным рядом очень неудобным способом. Этот способ быстрее, плюс за счет того, что вы будете каждый раз протягивать эту ниточку обратно, вы как бы будете еще ее ввязывать, у вас этот клапан будет немножко плотнее, чем основное вязание. Так мы вяжем необходимой длины клапан для того, чтобы закрывался на ту высоту, сколько необходимо. Все зависит от того, какой замок вы выбрали. Я связала клапан, и этой длины мне достаточно для того, чтобы у меня сумочка красиво закрывалась. И здесь
Вот таким образом я зафиксирую тогл. В моем клапане 12 рядов, мне этого достаточно. Учитывайте длину, также если у вас клавишный замочек, ну вот такой, например, вы просто примеряете к сумочке. Если вам нравится, как выглядит клапан в отношении сумки, то все, на этом вязание завершено, и мы переходим к обвязке. Обвязку мы будем выполнять на протяжении всего клапана, а также выполним обвязку по всему периметру корпуса нашей сумочки. И начинаем мы вот с этой точки, там, где завершили вязание, где провязан последний вот этот столбик в крайнем ряду. На вот эту верхнюю петельку необходимо зафиксировать маркер. Так нам будет понятно, где мы должны завершить обвязку соединительными столбиками. И теперь перемещаемся, уже вяжем не в первом ряду, так как здесь вот эта конструкция уже провязана и верхняя петля уже присутствует, мы перемещаемся вот сюда, в ниже ряд, захватив одну ниточку, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и сразу протягиваем через рабочую петлю. Вот таким образом. Так я провязала соединительный столбик. Вытягиваем петлю до следующей точки, там где у нас вот он столбик, и сюда также провязываем соединительный столбик, протянув его сразу через рабочую петлю. Вытягиваем далее и так опускаемся до крайнего столбика, в который нам необходимо провязать соединительный столбик. Довязала до первого ряда. Здесь я должна уже захватить не одну ниточку, а вот так 2 нити. И провязываем соединительный столбик. Теперь необходимо перейти на корпус сумки. Вижу, вот она первая петля, которая здесь присутствует в эту сторону. Под нее за 2 ниточки я ввожу крючок. И провязываю такой же соединительный столбик. Далее на протяжении всего этого ряда я буду провязывать за верхние вот эти петельки соединительные столбики до той точки, где у меня опять не начнется клапан. Довязали до конца ряда, и вот он, последний столбик соединительный на корпусе. Казалось бы, вот еще одна петелька, сюда тоже можно было бы провязать, но в эту петлю как раз провязан первый столбик первого ряда клапана, поэтому здесь я сюда уже не провязываю и переключаюсь на столбики вот эти в клапане и довязываю до верхушки. Более детально также остановлюсь на вот этом повороте, чтобы перейти на эту сторону. Здесь у нас также захватывается одна ниточка, провязывается соединительный столбик, и теперь я уже перехожу за вязание вот таким образом, то есть так как я провязывала в корпусе за 2 ниточки. Здесь захватила и довязываю до маркера, который мы фиксировали в самом начале данного вязания. Довязали до конца ряда. Здесь у меня остается последний соединительный столбик. На этом можно было бы вязание завершить, но я хочу предложить вам еще один дополнительный обвязочный ряд из соединительных столбиков. Я вытягиваю вот эту петельку и завожу крючок с обратной стороны под ту петлю, где у меня висит маркер. Захватываю сюда вытянутую петельку, полностью протягиваю. Сейчас тянем за рабочую нить и должны подтянуть вот эту петлю до размера вот этих петелек. Вязать мы будем, опять повторюсь, соединительные столбики и провязывать будем в следующей точке. Там, где мы вязали вот эти соединительные столбики, когда переворачиваем, видим заднюю стеночку этих столбиков. Вот они, дужки, вот за них мы будем провязывать. Нахожу первую дужку, вот она, вот он соединительный столбик, и вот она стеночка задняя его. И под эту дужку мне необходимо ввести крючок. Вот так я ввела за одну ниточку, захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли.
провязала первый соединительный столбик, перемещаюсь к следующему. Вот она, эта дужка. Ввожу крючок под нее, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Я довязала практически клапан, переворачиваю и вижу следующую картину. Когда я переверну, вижу, у меня здесь остается провязать, вот она дужка, это от соединительного столбика, я ее провязываю. И когда вот так расправляем, видим, вот она следующая, и вот они пошли следующие по всему корпусу сумочки. За них мы и провязываем также соединительные столбики и довязываем таким образом до конца этого ряда. Здесь у нас в конце ряда остается вот такая одна дужка, и вот под нее я тоже провяжу, для того чтобы здесь тоже внешний вид был завершенный. И теперь мы обрезаем ниточку, полностью ее вытягиваем и закрываем ряд вот за вот эту петельку. Под нее я ввожу крючок за 2 ниточки. Сюда захватываем эту ниточку, которую хвостик обрезали, и возвращаем в эту же точку. То есть мы сначала должны ввести под эту дужку, в которую провязывали, и потом уже в центр петли, и вернуть сюда этот хвостик. Далее необходимо обработать этот хвостик огнем, чтобы он не распускался, и спрятать в полотно. И вот такой клапан у этой сумочки получился. Хочу обратить ваше внимание, что вот эти уголки, они не заворачиваются. В целом клапан смотрится прямо за счет того, что мы выполнили вот таким способом обвязку и еще провязывали вот здесь в каждом ряду ниточку. Теперь необходимо выполнить ВТО этой сумочки. Это сделать обязательно. Как делается ВТО, у меня на канале есть подробнейшее видео. Ссылка для вас будет в описании. После мы устанавливаем всю фурнитуру, и можно приступать к пошиву подкладки. Как она шьется, у меня тоже есть на канале видео, поэтому загляните в описание, там будут оставлены все ссылки на обучающие видео, в том числе и навязанный ремешок. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодился. Оцените это видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых обучающих видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!